Энергия отношений. Я уже упоминал о благотворной визуализации. Напомню, что суть ее заключается в следующем. Допустим, кто-нибудь создает проблему, досаждает, нападает. Или наоборот, вам необходимо что-то получить от человека. В таком случае нужно попытаться приблизительно определить, чем он озабочен, что его гложет, чего ему может не хватать: здоровья, уверенности, душевного комфорта. Можете не сомневаться, каждого что-нибудь догнетет, хоть в небольшой степени, особенно если он создает вам проблему, или наоборот вы ему создаете. Теперь вообразите какую-нибудь ситуацию, когда этот человек получает то, в чем нуждается. Например, представьте его занимающимся любимым делом, когда он испытывает удовольствие, удовлетворение, спокойствие, комфорт. Не нужно особо задумываться над благотворным сценарием, визуализируйте сразу любую картину, которая придет вам в голову. Допустим, он сидит в кресле у камина с кружкой пива, с наслаждением купается в море, гуляет в цветочной долине, катается на велосипеде, прыгает от радости. Если удастся ему угодить, человек без видимой причины проникнется к вам симпатией и сделает то, что просите, или смягчит проблемную ситуацию. Что здесь происходит? Примерно то же самое, что во время просмотра хорошего фильма. Под хорошим фильмом я понимаю кино, которое несет в себе ощущение праздника жизни. Вы смотрите его, и вам становится как-то легко, приятно, празднично на душе. Так вот, кино создает праздник души на ментальном и эмоциональном уровнях. А благотворная визуализация создает этот праздник на уровне энергетическом. Если вам удалось удачно настроиться на фрейле человека и угадать его потребности, он ощутит волну комфорта. Разница между ментальным и энергетическим праздником в следующем: получая энергетический деликатес, одариваемый ощущает комфорт, но не отдает себе отчета, что явилось его причиной. Но это уже и не важно. Главное, человек чувствует себя комфортно именно рядом с вами. Отсюда и берется его расположение. Следует отметить, что благотворную визуализацию необходимо выполнять искренне, соединяя устремления души и разума. Если вам удастся искренне пожелать человеку добра, тогда эффект будет весьма ощутимый. Как вы знаете, именно избыток свободной энергии делает человека обаятельной, магнетической, сильной, харизматичной личностью. Люди, зачастую неосознанно, чувствуют сильную энергетику личности. В зависимости от мягкости или жесткости излучения энергетическая личность воспринимается как обаятельная или сильная. В любом случае сила излучения пропорциональна величине свободной энергии и степени единства души и разума. Избыток свободной энергии выливается фонтаном на окружающих, и они это чувствуют. Свободная энергия модулируется мыслями человека. Чем ближе устремление души и разума, тем чище модуляция. Недаром все сильные личности производят впечатление внутренней полноты и целостности. Вообще, как я уже говорил, обаяние – это взаимная любовь души и разума. Когда душа освобождается из футляра, личность обретает притягательную силу. Привлекательность состоит не в собственной силе, а в единстве души и разума. Это как раз то, чего не хватает людям, поэтому они тянутся к такой личности, словно мотыльки к свету. На энергетическом плане обаяние проявляется, как чистое излучение единства души и разума. Если при этом сила энергетических фонтанов достаточно велика, личность буквально светится неповторимым обаянием. Обаятельная личность живет в согласии души и разума, то есть в соответствии со своим кредо. Она находится в состоянии праздника души, наслаждается жизнью и купается в своей любви без привкуса самовлюбленности. Вот это ощущение праздника и чувствуют окружающие. Таких людей очень немного, но вы можете войти в их число. Для этого необходимо повернуться к своей душе, полюбить себя и выйти на путь к своей цели. При этом изменятся не только личные качества, но даже тело станет привлекательным, лицо симпатичным, а улыбка обворожительной. На целевой линии внешний вид, то есть декорация сектора, будет отвечать параметрам излучения, при котором вы довольны собой. Это не настолько невероятно, как может показаться. Если не верите,
Посмотрите на свои фотографии, которые были сделаны в период, когда у вас была черная полоса в жизни. Тренируя свои энергетические каналы и повышая свою энергетику, вы развиваете у себя неординарные способности влиять на людей и вызывать их расположение. Вообще, чтобы стать душой общества, необходимо и достаточно отказаться от важности и включить свои энергетические фонтаны. Личность с избытком свободной энергии всегда вызывает интерес и расположение окружающих. Особенно эффективно это проявляется в случае, если частота свободной энергии настроена в резонанс с частотой мыслей окружающих. Допустим, вы, находясь в коллективе или компании, обсуждаете вместе общую тему. У собеседников частота мысленного излучения настроена примерно на один и тот же объект, и все как бы качаются в унисон. Включайте свои фонтаны, пусть они затопят окружающих вашей энергией. Ощутите свою энергетическую оболочку и почувствуйте, как она расширяется и захватывает всех участников. Тогда ваши замечания будут иметь значительно больший вес. Окружающие почувствуют силу именно ваших мыслей. Общаясь с партнером один на один, вы можете в мыслях запустить для него благотворную визуализацию. Если при этом работают энергетические фонтаны, вы произведете на него самое благоприятное впечатление. Такой прием дает большое преимущество в ситуациях, когда требуется ваше личное обаяние и сила. Вы будете иметь успех в деловых переговорах, на экзаменах, собеседованиях, в личных отношениях. Благотворная визуализация настраивает вас на частоту собеседника наиболее эффективным и толерантным способом. Энергетические вампиры настраиваются на фрейли, задевая болезненные струны или залезая в душу. Но в отличие от них вы не лапаете фрейли и не забираете энергию, а наоборот, одариваете человека. Он это непременно оценит и будет вам благодарен.